Привет! В моем сегодняшнем обзоре речь пойдет о довольно необычных и немного странных беспроводных наушниках-вкладышах Meizu Pop 3. Признаюсь честно, изначально эти наушники мне показались очень интересными, по крайней мере с точки зрения форм-фактора, ведь вкладыши без ножек это скорее исключение, нежели обычное дело. Таким форматом может похвастаться разве что Sabot в своих моделях WooPlay и X12 Ultra. Но как это часто бывает, особенно в последнее время, мои ожидания столкнулись со стеной реальности. По факту же Pop 3 даже и рядом не стоят с этими наушниками от Sabot, начиная с качества самого исполнения и заканчивая звучанием. Наушники поставляются в белой коробке из плотного картона. Она немного меньше, нежели у предшественника Pop 2, но дизайн плюс-минус здесь одинаковый. Кроме кейса с наушниками, а также краткой инструкции по эксплуатации, внутри ничего нет. Кабель для зарядки производитель решил почему-то не класть. Что же, придется пользоваться своим, ведь в инструкции есть четкая рекомендация зарядить устройство перед первым подключением. Кейс и сами наушники выполнены из белого глянцевого пластика. Он не выглядит, а главное не ощущается в руках дешманским, как, к примеру, у тех же Honor Choice AirBuds X. Петля крышки пластиковая со встроенным доводчиком-фиксатором. В открытом положении крышка фиксируется, что весьма удобно для изъятия наушников из кейса. Несмотря на то, что сама гарнитура глянцевая, вынимать ее из футляра несложно. Дело все в том, что удерживающие магниты очень слабые. Вытряхнуть наушники из посадочных мест можно на раз-два, не прилагая больших усилий. Помимо всего прочего, в силу некоторых особенностей конструкции самой гарнитуры, на которых я остановлюсь подробнее чуть позже, с первого раза выбрать нужное посадочное место довольно проблематично. Привыкать укладывать их вслепую придется долго. Зарядный футляр пузатый и имеет небольшие габаритные размеры. Внутри установлен аккумуляторный блок на 400 мАч. К сожалению, узнать количество оставшейся энергии можно лишь приблизительно, с помощью светового индикатора, который расположен на передней стороне кейса. А в нижний торец, в свою очередь, установили разъем для зарядки по проводу, а вот беспроводной катушки ожидаемо здесь нет. Подключение устройства к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и при желании каждым наушником можно пользоваться по отдельности. В целом к сборке кейса лично у меня претензий нет. Все здесь нормально, как раз на свой бюджет. Теперь переходим непосредственно к самой гарнитуре. По всей видимости, после своей первой не очень удачной, на мой взгляд, попытки выпустить вкладыши, а я напомню, это была модель Meizu Buds, которая практически полностью повторяла яблочный продукт AirPods. Первые и вторые уже не важно. В Meizu решили создать нечто совершенно не похожее ни на одного производителя. Но похоже на то, что главный дизайнер данного чуда совсем позабыл, что лепит наушники для людей, а не для слонов. Ибо я не знаю, как еще объяснить тот факт, что они абсолютно не держатся в моих ушах. Для любителей откомментить, что у меня нестандартные уши, сразу отвечу. Да, возможно, они и не такие уж и стандартные, но при этом довольно всеядные. Производителю нужно очень постараться, чтобы наушники мне не подошли. Разумеется, такие прецеденты были, и за примерами далеко ходить не нужно. Пару месяцев назад я рассказывал про наушники Redmi Buds 3, которые как раз из этой истории. Но даже там я нашел определенное положение, при котором я услышал из них хороший звук. Здесь же ситуация такова, что как бы я ни пытался их запихнуть в свои уши, они постоянно выскальзывают. И это просто в спокойном положении. Если же я начну ходить, то неизбежно через какое-то время они полностью выпадут. Так что тем, кому не подошли даже Soundpeats True Air 2, 2 Plus или Air 3, покупать Meizu Pop 3 я крайне не советую. Они большие, неудобные и скользкие. И проблема тут не в моих ушах, а в экспериментальной конструкции наушников. Дело все в том, что шея, соединяющая чашу звуковода и основной корпус, слишком толстая. Из-за этого и без того глянцевому покрытию попросту не за что зацепиться внутри ушной раковины. Так что здесь проблема именно в самом дизайне устройства. В силу того, что фирменного приложения для настройки наушников производитель не предусмотрел, все жесты зашиты на постоянной основе. Двойное касание отвечает за плей-паузу, а во время телефонного звонка по данному действию можно ответить на входящий вызов или же положить трубку. Жест касания с удержанием пальца на сенсоре отвечает за перемотку треков. Правый переключает вперед, левый назад. Также по данному действию можно отклонить входящий вызов. Управление громкостью или каких-либо других действий по типу активации голосового ассистента или игрового режима в этих наушниках нет. Но зато сюда нам положили датчики автопаузы. В моем случае они работают вполне корректно, причем в обе стороны. Передача звука от смартфона к наушникам обеспечивается посредством аудиокодека AAC, помимо которого имеется и стандартный SBC. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.2.
За звучание в модели отвечают 13-мм динамические драйверы по одному в каждом из наушников. Они довольно громкие и запас по этой части имеется, но только лишь в том случае, если они нормально сядут в уши, что для большинства, как мне кажется, весьма сомнительная история. Как обычно, я проверял автономность устройства на 100% уровне громкости, и мой результат составил 4 часа и 55 минут. Здесь вопросов нет, плюс-минус все как и заявлено производителем. А вот по части звучания на этот раз высказать свое мнение мне довольно сложно, ведь в любом положении эти наушники нормально в моих ушах не сидят. Да и чего уж там, они даже в силиконовых якобы абсолютно стандартных ушах тоже себя не очень хорошо чувствуют. При всем при этом не помогли мне с этим вопросом даже специальные насадки для вкладышей, которые в подобных случаях я обычно применяю. Так что буду говорить как услышал. Баса здесь мало, средний на переднем плане, верхушек без избытка. Да, возможно, у меня получилось супер кратко, но увы, я ничего яркого в этих наушниках не услышал. Посадка просто отвратительная, и уловить весь спектр частот мне попросту не удалось. В силу того, что в наушниках отсутствует специальный режим, обеспечивающий низкую задержку в играх, работа в этом сценарии была предсказуема. В популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил неутешительный результат в интервале от 440 до 520 миллисекунд. В YouTube, конечно же, картина получше, но как мы все прекрасно знаем, за это благодарить надо разработчиков самого приложения. Что же до встроенных в наушники микрофонов, то их работа хороша лишь до появления в ближайшем окружении какого-либо стороннего шума. Как по мне, здесь отрабатывает точно такой же странный алгоритм, который мы могли наблюдать в наушниках JBL Wave 300 TVS. Ну а теперь я предлагаю послушать сам тест. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Meizu Pop 3. Вот эти вот странные наушники-вкладыши непонятной формы, которые, в принципе, по-хорошему, я уже в ролике неоднократно об этом говорил, они у меня вот в ушах держатся прям на честном слове. Но, тем не менее, проверять микрофоны мы сегодня не будем обычными нашими способами. Итак, у нас первый тест в автомобиле. Вот так меня слышно в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Вот таким вот образом, мне сюда начинает сильно задувать ветер, скорость у меня около 100 км в час, я еду по трассе по Ярославскому шоссе, и вот как-то так отрабатывают микрофоны при вот таком сценарии использования. Довольно-таки шумно в дороге, да и в принципе ветер задувает, как-то так. Ну что же, у нас по традиции второй тест с печкой, я сейчас выкручиваю ее на максимум, вот таким вот образом. Она потихонечку будет набирать обороты, вот так вот потихоньку, через 5-6 секунд у нас уже в салоне будет стоять очень сильный шум, вот такой вот. Фрагмент данного шума я тебе оставил, чтобы послушать, в каких условиях, при какой нагрузке данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать по вот этой самой гарнитуре, где-то в каком-то очень сильно шумном помещении. Да, без ветра, но тем не менее в сильно шумном помещении тебя будет слышно именно так. Конечно же, при условии, если ты себе все-таки эти наушники купишь, что я делать крайне не советую. И тем не менее. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Meizu Pop 3 на такой тихой, спокойной улочке. Машин здесь очень мало ездит. Сегодня еще 4 января, многие дома сидят, отдыхают, дальше отмечают Новый год. Но тем не менее, вот сейчас какой-то небольшой поток машин я поймал. Можно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать на вот такой вот улице, находясь вот в этих вот наушниках по телефону. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать однозначно, на мой взгляд, наушники получились откровенно неудачными. Лучше бы они доработали до ума то, что было проблемным в прошлых Meizu Buds, нежели пытались изобрести очередной велосипед. Игры в уникальный дизайн не всегда имеют положительный исход, и данные наушники в очередной раз это доказали. И как бы прекрасно это все не выглядело со стороны, в кадре, какой бы хорошей ни была сборка устройства, далеко не каждому подойдет такая форма и размер. Оттого, в силу отсутствия возможности примерки этих наушников перед покупкой, я не могу их советовать к приобретению. Разумеется, я более чем уверен, что найдутся и те, кому действительно такой размер будет впору, и думаю, они обязательно об этом напишут в комментариях. Ну а пока, спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем моем видео. Пока-пока.